1989 год. Мир только узнал, что такое сидеть без интернета, и неожиданно нашел для себя новый смысл жизни – Game Boy. Turn it away. Game Boy, only from Nintendo. Now you're playing with power, portable power. На момент выхода его цена была $90. Из плюсов – возможность играть в легендарные игры где угодно. Основной минус был только один – экран темнее, чем будущая Sega Saturn. Так почему Game Boy стал легендой? Первая причина – цена. Game Gear от Sega стоила как 3 Game Boy и требовала батареек, как будто собиралась запитывать всю технику в доме. Вторая причина – Tetris Mania. Nintendo впихнула в каждую коробку игру, которая вызывала зависимость покруче, чем всякие тиктоки. Ну и конечно же, неуязвимость. Упал в лужу – высушил феном. Упал с 5-го этажа – поднял играешь. Не консоль, а настоящий черный ящик. Думаю, вы видели музей, в котором стоит разрушенный, но все еще рабочий Game Boy со времен войны. Game Boy не продался бы без игр, которые стали легендами. Покемон. Это был Властелин колец от мира гейминга. Или Зельда. Экшн-приключение, которое заставило людей рисовать карты на тетрадных листах. И Тетрис. Ну вы и сами знаете, наверняка провели немало часов на унитазе в детстве с этой игрушкой в руках. Сейчас все носят телефон в кармане мощнее, чем компьютер NES в 69-м. Но Game Boy это не про мощность, это про магию простоты. Никаких обновлений, микротранзакций или рекламы Raid Shadow Legends. Только ты, зеленый экран и криповый саундтрек из Castlevania Adventure. И вот я здесь в 2025 году с мечтой сделать из легенды монстра. Расскажу, как купил Game Boy, как вдохнуть в него новую жизнь и как можно разориться на ностальгии. Сборка. Легко. YouTube научил меня всему. От замены экрана до того, как правильно кричать «Курва!» при потере винтика. Процесс занял 2 часа, 3 чашки кофе и 1 сеанс бомбежки от того, что я не оторвал одну фигнюшку и все собрал, и пришлось все разбирать. Давайте посмотрим на наши затраты. Game Boy. Я лично потратил 3000, но в наше время на торговых площадках в России он выйдет где-то 1006. Комплект корпуса и экрана 5400 рублей. Я выбрал полностью белый корпус, потому что мне показалось, что у этого вайбы приставки Analog Pocket. Флеш-картридж 2500 рублей. Батарейки 200 рублей. Ну и для красоты была куплена коробка от приставки за 300 рублей. Какой итог? Мой Game Boy теперь светится как Илон Маск от своей SpaceX. Да, за 2000 рублей можно купить себе какой-нибудь анберник, который будет запускать все приставки вплоть до PlayStation 12 и тому подобного. Но это как заказать суши в глухой деревне. Вроде все есть, но душа плачет. Оригинальный Game Boy это прежде всего атмосфера. Ты не просто играешь, ты трогаешь историю. Анберник это как шведский стол, 5000 игр, 20 консолей, но ты все равно выберешь танчики и Крэша Бандикута. А Game Boy это ресторан с несколькими блюдами, где шеф-повар сам Сатору Ивата. Да, IPS-экран Game Boy стоит как анберник, но зато вы получаете оригинальное железо и будете играть в игры так, как их задумывал разработчик. А еще это эксклюзив. Ваш Game Boy уникален, прямо как баг в Киберпанке 2077. И не забываем про инвестицию, ваш анберник через год устареет, тогда как модифицированный Game Boy будет только дорожать, как и акции у Nintendo. Через 10 лет я продам его за сумму, равнозначную стоимости новой консоли, ну или обменяю на бутылку воды при апокалипсисе. В итоге сами выбирайте, или вы играете на том, что держал в руках каждый второй школьник 90-х, или на том, что держит в руках каждый второй блогер-ретро-фанат. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока!